Здравствуйте. Каждый человек в своей жизни когда-нибудь задумывался о смерти, о суициде. Кто-то это в детстве, вот я умру и будете переживать об этом. А для кого-то эта мысль становится обыденной, и вы постоянно к ней возвращаетесь, постоянно об этом думаете. Должен вас огорчить. Если это так, то в конце концов вы совершите суицид. Но пока у вас еще есть силы с этим бороться, пока вы еще понимаете, что это не есть хорошо, я предлагаю вам снова получить удовольствие от жизни, снова начать жить, не думать о суициде, а быть энергичным, счастливым, довольным человеком. Как это сделать? Я расскажу вам о принципах работы нашей нервной системы, о том, как она меняет наше поведение, как она предопределяет наше поведение, наше здоровье, наши эмоции, нашу жизнь полностью. Готовы? Это канал «Аппаратная психотерапия», и я ее автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Так что такое суицид? Почему мы о нем начинаем думать? Дело в том, что мысли о суициде посещают людей, когда они находятся в глубочайшей депрессии. Никогда человек, который находится в ярости или счастлив, он не будет думать о петле. Только глубочайшая депрессия. А почему депрессия вообще возникает? Дело в том, что по нашим нервным волокнам протекает только электрический ток. Там не течет ни радость, ни горе, ни ярость, ни спокойствие. Только электрические сигналы. И эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. И все. И если энергии в мозг поступает очень мало, то мы в глубочайшей депрессии, мы ничего не хотим, мы не хотим думать, мы не хотим работать, мы не хотим жить. Если же энергии полно, то мы полны счастья, энтузиазма, радости. И как это знание вы можете использовать в своей жизни? Вы постоянно испытываете физический и душевный дискомфорт. Кроме того, что вы в депрессии, обратите внимание, вы как-то себя плохо физически чувствуете. Возможно, вы даже не можете это описать. Тут тянет, тут давит, тут неприятно, тут как-то вот нехорошо, муторно я себя чувствую. Вот именно этот физический дискомфорт в конце концов и привел вас в это состояние. Как это произошло? Я уже сказал, что по нервным волокнам протекает только электрический ток. И формирование нашего опыта, наших знаний – это формирование связи между нервными клетками, образование огромных рефлекторных комплексов. И чтобы они образовались, и чтобы они продолжали функционировать, необходима электроэнергия. Электроэнергию вырабатывает только одна структура нашего организма – это рецепторы. Рецепторы – это микрогенераторы, превращающие все окружающие их виды энергии в электрический сигнал. Рецепторы можно разделить на две большие группы. Это внешние рецепторы и внутренние рецепторы. Внешние – это рецепторы, превращающие в нервный сигнал всю энергию, с которой способна с нами поделиться Вселенная. Это энергия Солнца, энергия воды, энергия Земли, электромагнитные колебания, что угодно. Внутренние же рецепторы, они реагируют на изменения физико-химического состава нашего организма. Но резкое, сильное изменение этого состава мы воспринимаем как боль, постоянную боль. И если в первом случае, я уже сказал, эта энергия безгранична, мы можем получить ее столько, сколько способны воспринять, то в случае внутренних рецепторов это гораздо меньше энергии. Это раз. Я надеюсь, понятно, что энергия боли и энергия Солнца немножко различаются. Да? Но и огромное различие в том, что энергия боли должна быть сформирована. То есть изменить вот этот физико-химический состав, он не просто так меняется. То есть организм должен на это потратить энергию. Ту же самую электрическую энергию нервного сигнала, биохимические какие-то реакции изменить. То есть мы тратим энергию на формирование патологического болевого очага, вместо того, чтобы эту энергию потратить на жизнь.
на построение себя, на построение своей жизни, на конструктивные изменения. А мы тратим. И чем больше вот таких вот источников, которые играют, по сути, роль аккумуляторов, они срабатывают, да, они могут выдать какой-то всплеск энергии, но в последующем эти аккумуляторы нужно заряжать. И после такого всплеска человек чувствует утомление, истощение, потому что энергия, которую он теперь получает, идет на то, чтобы сделать себя больным. И этот процесс, он как снежный ком. Внутренние рецепторы созданы природой для мониторирования нашего организма, а не для того, чтобы обеспечивать его энергией. И если это происходит, то это альтернативный способ получения энергии, но этот способ истощающий. И постепенно человек все глубже уходит в это состояние, пока уже желание жить для него пропадает. Потому что тот дискомфорт, ту боль, которую он испытывает постоянно, изо дня в день, из часа в час, секунды в секунду, она уже не хочется жить, потому что любое выражение жизни сопровождается болью. Так как же от этого избавиться? Пить седативные препараты? Глупый вариант. Потому что в этом случае количество нервных сигналов еще больше уменьшается. И в мозг поступает еще меньше их. Стимулировать. Но есть ведь все вот эти использования различных психостимуляторов, они не дадут длительной пользы, потому что вот существуют вот эти вот аккумуляторы, которые постоянно работают. И необходимо либо будет увеличить количество психостимуляторов, либо ничего это не даст. Да в любом случае. Это может не помогать сразу, а может перестать помогать чуть со временем. Все психологические, все психотерапевтические способы не дадут вам никакого результата. Потому что вас будут учить тому, что то, что вводит вас в депрессию, это не страшно. Но вы-то знаете, что это страшно. Он говорит, ну это же ерунда. Да, для человека, который это говорит, для него это ерунда, потому что он не испытывает боли. Вот этот вот фактор внешний не является для него триггером на боль, а для вас является. Поэтому задача не сформировать какие-то новые пути. Да, лучше всего, конечно, было бы вывести вас из этого состояния. Но вы сами знаете, что депрессией на сегодняшний день страдает больше половины населения Земли. Значит, способов как таковых, нормальных, адекватных способов не существует. Так что я вам предлагаю? Я предлагаю вам использовать метод аппаратной психотерапии. Задача этого физиотерапевтического метода не заставить вас отказываться от суицида. Нет. Задача этого метода – восстановить нормальную проводимость путей, нервных путей. Сделать так, чтобы количество электричества, идущего по ним, стало максимальным. Уменьшить сопротивление этих нервных волокон. И значит, энергии, полученной от внешних рецепторов, должно хватать. И энергии, альтернативной энергии боли, вам больше не будет нужно. Исчезнет в ней необходимость. Вы будете чувствовать облегчение. Сначала это будет небольшими такими, малыми порциями. Вы будете замечать, что там несколько раз в день вы приходите в себя, что вам становится немножко легче. Дело в том, что, как я уже сказал, что стремление к суициду – это уже очень глубокий уровень поражения. Это уже глубочайшая депрессия. И как я рассказываю в других роликах о том, что можно с помощью аппаратной психотерапии очень быстро решить проблемы психологические, у вас этого не получится. У вас уйдет минимум 40-50 сеансов для того, чтобы вы заметили разницу, что вы заметили, что вам стало легче жить, легче дышать. Для того, чтобы вы вышли из этого состояния, по опыту могу сказать, что на это уходит где-то около полугода.
как это делать. Ведь вы в депрессии, вы же не хотите ничего делать, а ничего и не надо. Аппаратная психотерапия – это вы просто одеваете наушники, слушаете гудение и продолжаете заниматься, либо не заниматься тем, что вы обычно делаете. Вы тупо лежите на диване, значит, тупо лежите на диване в наушниках. Вы бредете на кухню, заставляете себя хоть что-то сделать, делайте это просто в наушниках. И все. И вы заметите, что ваша энергичность увеличивается. Сначала это будет только когда вы в наушниках. Вы надеваете наушники, и вам уже захочется что-то делать, там прибраться, почитать, еще что-то. Ради Бога, у вас уже начала появляться эта энергия. Постепенно, постепенно вы заметите, что ваше настроение улучшается. У вас появляется энергия. И в конце концов вы вернетесь на тот уровень энергии, который был у вас в детстве. Ну, надеюсь, что в детстве вы были нормальным, здоровым ребенком. Если ребенок тихий, спокойный, его никто не видит, не слышит, это ребенок больной. Я думаю, что вы были здоровым ребенком. То есть вас будет переполнять энергия. Вы скажете, да ерунда, такого быть не может, это вот надел наушники и вышел из депрессии. Тут столько ученых и врачей с этим работают, а какой-то метод спасет. А вы просто зарегистрируйтесь на сайте. 5 суток вы получаете бесплатно. Вы можете делать 1 сеанс в день, можете 5 сеансов в день, это ваше право. 5 суток вам дается для того, чтобы вы поняли, что если вы выполняете инструкцию, то вы почувствуете себя лучше. Дальше вы решаете сами, продолжать сеансы, не продолжать. Но 5 суток они ваши. Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь этой возможностью. Получите то, что вам сейчас я дарю. Вселенная дарит. Вы же хотели этого. Получите. Получите эту возможность. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Изменяйте свою жизнь к лучшему. Более подробно о методе и о том, как нервная система влияет, предопределяет наше поведение, нашу жизнь, вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылка тоже будет в описании. Подписывайтесь на канал. Узнавайте, как вы еще можете изменить свою жизнь. Как аппаратная психотерапия может вам в этом помочь. Делитесь этим видео со своими друзьями. Ведь многие ваши знакомые находятся в таком же состоянии. Мы подбираем к себе, к своим знакомым людей, которых мы понимаем, которые эмоционально подобны нам. И пусть ваши знакомые тоже узнают, что жить можно без депрессии, без мысли о суициде. Жить можно энергичным человеком, испытывать счастье, испытывать спокойствие и уверенность в себе. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте жизнелюбивы.